Движение двух велосипедистов задано уравнениями. x1 равно 5t, x2 равно 150 минус 10t. Нужно построить графики движения этих велосипедистов и определить их место и время встречи. Движение двух велосипедистов задано уравнениями. Первое задано уравнение x1 равно 5t, x2 равно 150 минус 10t. Определить их место и время встречи. Для начала построим график движения этих двух велосипедистов. Они большие графики, потому что тут значение 150. Постараемся уместить это на координатной плоскости. Итак, здесь у нас будет t перемещение, t время, а здесь у нас будет x перемещение. Возьмем вот такие значения. 3. Это будет значение 50, это значение 100 и 150. Тут возьмем значение 10, здесь 20, ну и так далее, 30. Посмотрим на первое уравнение. X равно 5t. Напоминает график функции y равно x, где a равно 5. График имеет линейную функцию. Если подстроить две точки, давайте одну точку возьмем, например, точка t равно 0, значит x тоже равно 0, вот эта точка. И t равно 10, x тогда равен 50. То есть вот у нас график вот этой функции пройдет через вот это значение, по этой координате. Мы можем нарисовать график функции y равно 5t и написать. Запишем x равно x1 равно 5. Теперь, что касается графика другой функции. x2 равно 150 минус 10t. Мы можем тоже так построить, подставить эти значения. Сейчас мы это сделаем. Но с другой стороны, я хочу вам написать его немножко по другому виду. Минус 10t плюс 150. О чем это говорит? Это говорит о том, что график пройдет у нас через вторую и третью четверть координатной плоскости, потому что тут знак минус. И с другой стороны он будет поднят на 150 вверх. Если взять график, когда без вот этого значения, без 150, просто x2 равно минус 10t, мы можем подставить здесь значение. Какое? Пусть t будет равно 0. Если t равно 0, x тоже равно 0. А если t равно единичке, то есть вот эта часть, x тогда равен минус 10. Аж сюда. График вот этой самой функции без сдвига будет где-то вот такой идти, вот так отсюда, вот так. А если еще плюс 150, он пойдет наверх. Вот для того, чтобы более точно построить этот график, давайте подставим значение t. Если t у нас будет равно 0, чему равен x2? Просто 150. Вот он, 150. Дальше. Если t будет равно 10, подставляем сюда значение 10, получаем x2 равно минус 100 плюс 50, получается плюс 150, получается t равно 50. То есть график функции вот этой второй x2 равно пройдет вот таким образом. Запишем его. x2 равно, в таком виде, как он есть, 150 минус 10t. Теперь задаче требуется определить время встречи. Ну, это мы так графически нарисовали. Теперь нам надо подтвердить расчетами, потому что графики есть графики, это не точности. Расчеты, они показывают точное место пересечения и время. Естественно, при этом условия должны быть соблюдены. x2 должен быть равен x1. Координаты. Тогда они пересекутся. x2, x1 равно x2. Приравним эти два значения. Получаем 5t. Равно 150 минус 10t. Перенесем 10t в эту сторону, получаем сложим 5t плюс 10t равно 150. Итого 15t равно 150. И t равно, естественно, 10. То есть время мы узнали. t равно 10. Мы должны узнать координату. Если время известно, можно координаты подставить любой из этих графиков. x1 при значении t равно 10 будет равен 5, что множится на 10, равен 50. x2 при t равно тоже 10. Подставляем значение, что мы получаем. 150 минус 10, что множится на 10. 150 минус 100 тоже получаем 50. Координата встречи. X координата будет равно 50 и t равно 10. Ну а поскольку время в самой задаче не указано, секунды или минуты, это дело относительное, практически. Если мы скажем о том, что тут метры, тут секунды, это будет справедливо. Если мы скажем тут километры, часы, тоже вроде будет справедливо. То есть реально график просто показан закономерность движения двух тел. Вот с такими значениями. Если указаны секунды, метры, это будет, если указаны часы и километры, это тоже будут. Графики пройдут в таком же точно виде. Вот все.